Доброго вам здоровья, дорогие друзья и гости канала Секреты долголетия с Ириной Огоньком. С вами я, Ирина. И сегодняшнее видео это будет ответ на комментарий и вопрос в комментарии моей подписчицы Татьяна Симакова. Она написала: Ирина, спасибо вам за ваши видео о сабельнике. У меня очень сильные головные боли от остеохондроза. Если от боли в пояснице помогают разные обезболивающие, то от головной боли не помогает ничего. Что делать, не знаю. Были ли у вас головные боли? Да, Татьяна, я сейчас скажу прямо, у каждого человека, каждый человек, кто страдает остеохондрозом шейных позвонков, вернее, как правильно, шейным остеохондрозом, а, значит, обязательно будут иметь такую проблему хотя бы пару раз, но будут иметь такую проблему, как головная боль именно от шейного остеохондроза. Эта боль наступает вследствие того, что воспаляются сами хрящевые соединения, вернее, воспаляется сам шейный отдел, идет где-то ущемление нерва, и это отдает на сильнейшую головную боль. С нею действительно очень тяжело справиться. Как говорится, как вы сказали, ни одни обезболивающие этой проблеме просто так не помогут. Здесь нужен комплекс, чтобы быстро снять эту боль и облегчить себе свое состояние. Значит, первое, что я делаю в таких случаях, я выпиваю 2 таблетки обезболивающего. Я принимаю только индомитоцин и предпочитаю болгарский. Хотя много сейчас обезболивающих, но вот я сделала выбор именно на индомитоцине. Э, Кстати, хочу сказать, что мое видео ни в коем случае не является ни рекламой, не является рекомендацией к использованию. Просто это информационное видео. Я вам рассказываю, чем я лично лечусь в таких случаях. Итак, при сильнейших головных болях, при шейном остеохондрозе, первое, что я делаю, как я сказала, я выпиваю 2 таблетки индомитоцина. Далее я обязательно делаю упражнения, их я покажу в конце видео, чтобы сейчас не засоряться, как говорится, или не затягиваться. Ну и обязательно растираю каким-то согревающим и анальгезирующим средством. У меня это обычно бальзам «Золотая звезда». Он у меня в аптечке никогда не выбывает. И меновазин. Вот эти 2 препарата обычно я все время применяю при таких сильных головных болей. Значит, выпила таблетки, сделала упражнение, натерла вот такими вот препаратами. Одним из них выбираю то, что мне в данный момент или есть в наличии, или же более, так скажем, в данный момент я хочу воспользоваться именно им. Вот. И ложусь на несколько минут, это 15-20 минут, обязательно выбирая удобное положение для шеи и чтобы удобно лежала голова. Вот так вот быстро можно снять такие синдромы. Другого просто не дано, только комплекс. Значит, какие упражнения нам нужно будет выполнить? Их всего
5 упражнений. Значит, первое упражнение, сразу скажу, все упражнения мы делаем медленно, тихо, спокойно, не причиняя себе больших нагрузок на шею. Значит, первое упражнение. Начинаем, ну, так как я уже занимаюсь этим давненько, то я могу делать и до 20 раз. Вы смотрите по своему состоянию. Начинаем минимум с 5 раз. Это повороты головы в сторону. Поворачиваем голову настолько, насколько вам не будет чувствоваться боль в одну сторону и в другую. Медленно, спокойно и насколько вам позволяет сделать это ваша шея. Далее это же самое упражнение, только повернув голову, мы замираем на 10 секунд. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять же спокойно поворачиваем голову в эту сторону и делаем максимальную натяжечку, которую вы можете сделать, не причинив боли, и опять же оставляем на 10 секунд. И опять повернули в другую сторону. И опять выдерживаем 10 секунд. И в эту сторону. Следующее упражнение – это наклоны головы в сторону. Тоже делаем их настолько, насколько вам позволит, чтобы не чувствовать сильного напряжения и болевых ощущений, чтобы не было. Но легкие должны быть. Наклоняем в одну сторону, поднимаем голову, наклоняем в другую сторону, поднимаем. И так тоже начинаем с 5 раз, ну и каждый раз увеличиваем количество этих упражнений. Я обычно делаю от 20 до 40 по времени, ну, минимум это уже 20. И теперь, опять же, проверили, насколько наша голова опускается, делаем с задержкой в 10 секунд. Наклонили, делаем натяжечку, насколько позволит вам ваша шейка, чтобы не ощущать болевых сильных ощущений. И держим 10 секунд. Продержали, положили в другую сторону и точно так же затаились на 10 секунд. Вот такими вот тоже их выполняем с каждым разом все больше. Ну вот 5 наклонов, 5 задержек. Третье. Мы наклоняем голову вперед и отводим назад. Только не забрасываем голову, а просто вроде как втягиваем голову. Опять вперед и назад. Вперед и назад. И вот в таком положении тоже замираем на 10 секунд. Вы как бы втянули голову и отвели как можно дальше назад, но не запрокидывать. И прижимаем подбородочек точно так же, стараемся прижать его сильно, прижать к груди и тоже затаиться на 10 секунд. Вот таких вот тоже по 5-10, а в дальнейшем 20-40 упражнений за раз. Теперь четвертое упражнение. Мы делаем круговые движения головой. Но, опять же скажу, поворот назад у нас не уходит голова, а вот именно перекатываем. Сейчас вот я покажу, значит, берем с плеча, прижимаем подбородочек, отводим, голову втягиваем и перекатываем. И вот
так вот мы делаем вот эти вот упражнения. Естественно, хруст будет стоять, как шатун по лесу идет. Но это все должно пройти. И теперь еще одно упражнение. Мы поворачиваем голову и вытягиваем подбородочек вперед. Даже вот можно натянуть и сам подбородок вот так вот. В одну сторону, в другую. В одну сторону и в другую. И точно так же замираем на 10 секунд. Можно немножко подтягивать подбородок, и тогда это нам и даст стройность шеи, уберет второй подбородочек. Вот таким вот образом. Ну, вот такие вот простейшие упражнения выполняется. Потом сразу после упражнений вы прогрели шейку, немножко разработали. Сразу берем одно из средств, которое у вас есть под рукой. Это могут быть любые мази, согревающие, вот, разгоняющие кровь, чтобы у нас улучшилось кровообращение, чтобы кровь хорошо пошла в головную кору. И вот более всего, вот я именно выбрала, что более всего для этого подходит именно меновазин. Кстати, о меновазине будет следующее видео, так что если вы еще до сих пор не подписаны, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео, ну и все остальные новые видео. Также, если видео понравилось, прошу нажать на лайк. Ну а если не понравилось, то дизлайк. И писать комментарии. Комментарии — это наше с вами общение. Задавайте свои вопросы. Все, что я знаю, все, что я могу найти ответ. Вот. А ответы свои я ищу не с потолка, а вот, ну, я уже не буду сейчас вставать и собирать свою литературу. Я сниму видео, покажу, сколько у меня литературы по народной медицине. Вот оттуда я и беру свои рецепты, свои советы. Вот. Так что, родные мои, жду вас на следующем видео. Сейчас я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо, кто меня посмотрел. Ваша Ирина.